Друзья, всем привет! Продолжаю вас знакомить с новыми обновлениями HyperOS 2 Global и рассказывать, что же нового в этих прошивках добавляется. На смартфон Xiaomi 14 выходит уже вторая бета-версия HyperOS 2 Global, добавилось кое-что интересное и, конечно же, есть о чем рассказать. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас подопытная, как я уже сказал, Xiaomi 14, и прошивка у нас международная с индексом Mi 2060. Прошивка, которая под управлением 15-го андроида, где тут все, скажем так, по канону, обновленная прошивка модуля связи, ну и тому подобное. Но понятное дело, что нас больше всего с вами будет интересовать следующее по данной прошивке. Значит, давайте начнем с первого такого момента, что прошивка на данный момент не отозвана для Xiaomi 14. И если вы тестер, то она вам спокойно, допустим, на регион Марокко может прийти, или же на регион Малайзию. И да, кстати, в перспективе хочу сделать видеоролик про регионы, потому что в последнее время они очень стали сильно котироваться в этих прошивках, и как бы от смены региона можно получить новое обновление. Да, приятно, что список изменений доступен и что прошивка пришла по воздуху без всяких проблем. Следующее, чего вы не найдете в новом обновлении, это новых стилей для персонализации. То есть сейчас в китайской прошивке разработчики прям очень активно взялись за добавление там новых фишек. Есть, кстати говоря, о чем там тоже рассказать и показать, но это видео, наверное, выйдет чуть попозже. Что же касается глобалки, тут у нас все остается по-старому. И кроме того, что в китайской прошивке добавляются новые стили, так еще Xiaomi 14 там получают и динамические обои. Если мы берем с вами, понятное дело, глобальную прошивку Xiaomi 14, то у нас статическая картинка. И увы, мы тут с вами ничего не сделаем. Такая статическая картинка практически на всех стилях, которые у нас с вами доступны. Ну, даже не то чтобы практически, а на всех, которые нам доступны по умолчанию. Но есть у меня некая такая надежда, что разработчики в перспективе это также на глобальный рынок добавят. Что же касается нововведения, тут есть, конечно же, о чем рассказать. Разработчики из первой прошивки поняли, что был у них такой косяк в плане Circle Search, то есть фича от Гугла. То есть по умолчанию все должно было работать, даже в разделе AI-службы это все как бы-то заявлено. Вот смотрите, получается, я вам это демонстрирую, то есть обвести и найти. Но дальше этого ничего не пошло. Новое обновление данную проблему исправляет. И то есть мы с вами нажимаем на полоску жестов, ее удерживаем, и после чего у нас должен проявиться этот самый поиск. Вуаля. Далее мы с вами выполняем обведение необходимой информации, искусственный интеллект его автоматически анализирует, ну и далее по понятному алгоритму будет вам выдавать поисковые запросы. Наконец-то это работает без дополнительных там телодвижений, мороки и прочего. И радует то, что разработчики прислушиваются к отчетам и отзывам, которые тестеры отправляют. Еще один был такой интересный момент, который касался приложения диктофона. То есть у нас также в AI-службах по умолчанию заявлено, что диктофон поддерживает там транскрипцию речи, переводы, ну и тому подобное. Но как бы то все было бы не печально, а именно то, что по умолчанию диктофон это не поддерживал. И то есть только потом, через какое-то время, на это приложение приходит обновление, которое добавляет нам действительно эту самую расшифровку. Но если, допустим, взять интерфейс, как это было реализовано в той же китайской прошивке, тут был такой значок куда более поинтереснее, тут как-то все уныло. Но опять же, допустим, с вами нажмем сейчас на любую тут голосовую запись, в которой есть текст, и вот смотрите, вверху есть текст. Мы на него нажимаем, и далее нам выскакивает транскрипция нашего звукового файла. С одной стороны, не совсем удобно, потому что, допустим, в той же китайской прошивке, ну или же в китайской версии диктофона, там это реализовано куда интереснее, куда, ну, поприятнее. Тут как-то, знаете, такой стандартный строгий стиль, который не меняется из года в год, и, похоже, разработчики не стали изменять своему вкусу и продолжили в такой же стилистике улучшать это приложение. Но, опять же, факт остается фактом, звуковую транскрипцию они добавили.
Еще также, что в новом обновлении этому аппарату добавляется, это вот такая фича, которая называется как расшифровка звука. В оригинальной китайской прошивке HyperOS это было изначально, но как и обычно в глобальной прошивке разработчики этот момент упустили. Что эта тема нам позволяет сделать? Допустим, у вас есть какой-нибудь китайский друг, ну или же там англичанин какой-нибудь, и вы можете с помощью этой фичи от Xiaomi, ну как бы между собой общаться. То есть, грубо говоря, вы выбираете, может, даже и такой вариант лицом к лицу, то есть он говорит, вы говорите, то есть вам это все будет переводиться. В плане качества перевода весьма неплохо, ну и в принципе я думаю, что эта фича также найдет своих ценителей, а также тех, кому она действительно необходима. Также еще из недр Activity Launcher удалось найти или же вытащить такую интересную тему, как AI-конспект уведомлений. И то есть суть этой фичи будет в чем? У вас есть куча уведомлений, которые вам лень читать, и с помощью искусственного интеллекта от Xiaomi оно будет все анализировать и выдавать вам краткую выжимку из того, что вам там понаписывали. Почему оно через Activity Launcher ищется? Потому что, видимо, эта вся тема заложена на перспективу, возможно, оно может появиться в Xiaomi 15, а потом только на Xiaomi 14 серию добавится. Ну а возможно со следующими обновлениями оно полноценно проявится в системе. Но факт остается фактом, что как бы на это есть уже первые такие наработки. Еще я, кстати, упустил такой момент, когда делал первоначальный обзор глобальной прошивки, это момент с разделом управления приложениями. Если вы помните, раньше у нас в принципе были разделы, которые касались там скрыть значки с рабочего стола, удаления стандартных приложений. И вот в этой версии, как вы могли заметить, этого раздела нет. Но разработчики сделали хитрее, они переносят нам это все дело в один такой большой раздел. Где же его найти? Вверху нажимаете на 3 точки, здесь выбираете прочие настройки, и дальше вам вылазит такое количество разделов, а именно приложения по умолчанию, системные приложения, удаленные системные приложения, ну и тому подобное. И то есть тут вы в принципе можете под себя все гибко настраивать, и, кстати, рекомендую отключать получение рекомендаций. И как бы не думайте, что разработчики это как-то вырезали. Да, они это немножко спрятали. И последняя фича, которую также удалось найти в недрах Activity Launcher, это здоровое использование устройства. Ну, скажем так, это некий аналог экранного времени, который был еще в MIUI, но почему-то в глобальной прошивке полноценно его по умолчанию в системе нет. И приходится его искать такими, ну, скажем, механизмами, которые не являются стоковыми. В чем, в принципе, тема этого здорового использования устройства? Можете выставлять, к примеру, суточный лимит экранного времени, лимит, там, допустим, в принципе экранного времени, просмотр экранного времени можете просматривать, ну и тому подобное. То есть те, кто любит следить за тем, как вы пользуетесь своим устройством, данная фича must have, ну и в принципе в том же Activity Launcher вы ее сможете найти. Говоря же про оптимизацию, про анимацию, про автономность и про прочее, я считаю, что тут можно еще, наверное, минут на 10 или на 15 делать видеоролик, и потому, скорее всего, я это все воткну в видео, где я расскажу, в принципе, свой опыт использования данной прошивкой. И то есть, в данном случае я реально пользуюсь аппаратом. Не думайте, что там как бы я там его что-то поиспользовал, скриншоты поделал и все. Как бы пока что это устройство в моем личном пользовании, пока я им могу пользоваться, тестирую, и есть у меня уже некоторое такое мнение касательно HyperOS 2 Global. Но забегая наперед, могу сказать, что автономка тут не айс. То есть не думайте, что вот когда вы обновляете с единички на двоечку, то сразу у вас устройство будет держать неделю, ну или же там, ну чуть более, чем у вас было ранее. Плюс-минус автономность такая же, как и в HyperOS 1, но опять же об этом мы поговорим чуть попозже. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или еще остались какие-то вопросы по данному обновлению и по этим фишкам, пишите обо всем в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.